сказали, шкафчиков свободных нет. Нету шкафчиков свободных. В горке ни одна не работает, ни одного свободного шезлонга вообще. Такая ленивая река. Сейчас это ничего не работает, и ремонтировать ее явно не будут. Всем привет! Сегодня воскресенье, решили посетить Dreamland в Минске. Выходной день, билеты стоят на человека, на взрослого 27 рублей, в будни 20 рублей. Ну, так выпало, что перепал денек отдыха у нас на выходные, поэтому сейчас посмотрим, насколько он изменился. По-моему, не в лучшую сторону, но мы сейчас заценим. Итак, погнали. Ну вот проверяют, чтобы еду с собой не носили, чтобы все там покупали. Ничего из продуктов питания нельзя. Если только детское, для младенцев, там что-нибудь запечатанное. Короче, фейс-контроль прошли. Эти коники как стояли, так и стоят. Ничего здесь пока не поменялось. Мы посмотрим, может быть, внутри что-то поменяли. Какое-то дизайнерское решение, может быть, было. Ну, вообще прикольно. Ну что, мы внутри. Красота неописуемая. Вон вдалеке горки. Они выключены. В общем, насколько я знаю, с горками сейчас напряженка здесь. По-моему, все поломано. Ну, сейчас живьем все это заценим. Пока, в принципе, внешний вид мне нравится. Пальмочки. Такое чувство, что попал куда-то в южную страну. Ну вот, начались приколы. Окошко не работает, здесь ключи выдавали на шкафчики. Пришлось вернуться в кассу за ключами купить. Сказали, шкафчиков свободных нет. Шкафчиков свободных нет. Носим сумки с собой. Нету шкафчиков свободных. Ну что ж, с сумками продвигаемся. Вот, можете бегло цены посмотреть. Что тут есть интересного. Ну, я так полагаю, ценник здесь заоблачный будет, потому что с едой тут не пускают. Напитки. Делите на 2,5 примерно все. Короче, горки ни одна не работает. Шезлонги все заняты, ни одного свободного шезлонга вообще. В общем, народ примостился уже на искусственной траве, потому что реально мест не хватает. Хотя мы звонили, говорили, шезлонгов куча, приезжайте, всем все хватит. Нифига подобного. Из отдыха, ну вот только этот бассейн, в котором волны. Ну и все, больше ничего. И еще детский вроде бы бассейн. Сейчас пройдемся, посмотрим. Ну, вот такая атмосферка, посмотрите. Люди барахтаются только в этом бассейне. Больше тут оторваться негде. И мест нет, и воды нет, и вообще ничего нет. Так что как-то так испортился немножко этот аквапарк. Ну и людей как тюленей, сами видите, все битком. Людей много, если людей нет, то во всяком случае места все забиты. Ни одного свободного шезлонга. Вот, если пройтись по ступенькам, это мы попадаем в детскую аквазону. Вот только у детей есть мини-аквапарк. Больше нигде. В общем, надеялись, что хотя бы здесь места будут свободные шезлонги. Тоже нет, все занято. Все забито. Ну, хоть детям раздули. Детям, я сказал бы, повезло, а родителям не очень. Кто здесь когда-нибудь был, все знают, что здесь вот такая ленивая река. Очень такая прикольная штука, аттракцион. На тюбингах можно было спокойно поплавать. Ну, сейчас это ничего не работает. Ну, мы, кстати, знали это, готовы были, потому что спросили, что, в общем, требует ремонта, причем дорогого. Речка эта длинная, требует больших затрат. Ремонтировать невыгодно, и ремонтировать ее явно не будут. И вот эти горки, которые постоянно каждый год были на ремонте, в общем, они тоже не работают. Ни одна горка не работает. Поэтому, кто хочет кататься с горок, вам не сюда, однозначно.
почилить, просто полежать, можете прийти, но в будний день. В выходной здесь тоже делать нечего, потому что будете лежать вот так вот на земле. Причем открыли этот аквапарк буквально на днях, ну может неделю назад. Сейчас вторая половина июня, его только открыли, и он по сути не рабочий. Вот только детская зона, больше ничего. Так что, ну, просто переключиться на отдых и где-то поплескаться, возможно, в детском бассейне. По ленивой реке сказали, что где-то здесь трещина, вода постоянно уходит, и, в общем, не могут они восстановить эту реку. В общем, будет потиху разваливаться. Раз ремонтировать не будет, значит, с каждым годом оно все будет хуже и хуже, все развалится. Ну, для родителей здесь буквально чуть выше колена. В общем, если задаться целью, то, в принципе, отдохнуть можно. Главное не поддаваться на негатив. Что я пытаюсь с этим как раз таки справляться. Но, опять же, я просто был морально готов к этому. Поэтому, ну вот, миниатюрная горочка. В общем, случайно лежаночку мы одну нашли вот буквально наверху, на этом подиуме. Там такой топчанчик на 2 человека. Ну вот здесь мы и разместились. Вот на таком месте. Единственное место свободное было. Эти все заняли. Ну и все. Волны включают раз в полчаса. Правила такие, значит, в этот бассейн нельзя заходить без круга. И круги обязательно нужно оставлять, когда выходишь. Но многие все равно умудряются их ныкать под себя. Хотя постоянно объявляют, круги не забирать с собой, постоянно оставлять. Потому что они не ваши, они общественные. Но многие все равно вот ныкают себе, готовы запихать себе под шезлонг. Ну, допустим, почему ленивая река не работает, еще можно понять, если она там неисправна, если дно треснуто и так далее. Но почему не включить горки, я совсем не понимаю. По-моему, здесь, чтобы ее включить, просто впуск воды, по сути, ну, чтобы все живое было не растресканное. Ну и все. Неужели прям все горки поломались? Даже странно. Новость для любителей пива. Кто много употребляет пиво или вообще жидкости, в принципе, в туалет вы сможете пойти не туда, куда обычно. Раньше вот здесь были туалеты, медпункт. В общем, вот под одним из этих грибочков. Там, по-моему, кафешка какая-то или пиццерия. В общем, вам придется возвращаться почти к входу. В общем, в раздевалку идти, чтобы сходить в туалет. Так что я не думаю, что прям все эти правила соблюдают. Поэтому делайте выводы сами, куда люди будут ходить, когда далековато идти в туалет. А он один, только в раздевалке. Ну вот я считаю, все-таки детям больше повезло. У них все-таки есть какой-никакой аквапарк и движуха. В принципе, там можно более-менее еще как-то развлечься. По поводу цен в баре. Коктейли в среднем будут здесь по 7 рублей. В баре наверху по 15 рублей за такие же коктейли.
так же, как мы умеем отдыхать, с тем, кто не поехал к нам. Наслаждаемся этим прекрасным солнечным деньком. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ну, друзья мои, день подошел к концу. В общем, провели мы в так называемом аквапарке целый день. Пишите в комментариях, насколько вам зашел этот аквапарк, стоит ли он того, чтобы его посещать. И есть ли у него вообще шанс стать хотя бы наполовину тем, что он был когда-то. Потому что, мне кажется, если горки ближайший год-два не реанимируют, то их можно просто развалить и уже ничего не восстановишь. Поэтому, ну, как-то так. Все, всем пока, удачи, отдыхайте с удовольствием.